Вот мы выбрали 2 билета. Плати. Нам 51 доллар. Иди плати. Неужели сложно? Не-не-не, выбери сначала вот этого. Ничего. Слайд. Готовы ее. Слайд. Да, я сделаю. Please make sure you have your tickets with barcodes and your receipt before leaving. The entrance to the elevator is located beside the red umbrella. Thank you for visiting Niagara Cruises. Это счет твой. Все, идем? Все, да, я выйду отсюда меню. Все, мы вышли. И теперь мы идем на лодку. Короче говоря, получается 30 долларов канадских, но это с налогом. Да. 51 доллар получается, это стоит. Смотрите, какая. Не 51 доллар, это без налога, а с налогом это 60 долларов. 51 доллар это стоит это американская стоит. 51 доллар это в Смотрите, люди, это все очередь туда идет. Чувствуем мы тут надолго. Все, вот бережем аккумуляторы и уже будем снимать непосредственно с корабля. Стоимость билета, как вы видите, вообще никого не отпугивает, потому что тут просто, я не знаю, сколько здесь. Вот это все люди, это очередь туда. Я не знаю, сколько людей здесь стоит, сколько мы сейчас времени здесь проведем. Стоит того, Дима, Да. Но вчера, кстати, к вечеру было намного меньше людей. Здесь не было этой очереди, помнишь? И, кстати, эти билеты можно использовать в течение 3 дней. Их не обязательно использовать прямо сейчас. Дело в том, что я специально иду туда, когда вот самый разгар жары, потому что там, когда подплывает к водопаду, там падает температура. Я лично боюсь замерзнуть, если это делать вечером. Да? Да, поэтому я специально иду прямо сейчас, пока жарко. А сюда вообще вид по-другому, смотри. Да, совсем, прям центровой такой, да? Вот. Да, он нам прям туда подвезут, прямо туда. Как оказалось, здесь еще лифты есть специальные. Мы немножко прошлись по спирали и вниз мы приехали, в принципе, на лифте спустились. Я думал, что мы полностью будем подниматься. И самое интересное, что выход хитро сделан через магазин, через сувенирку. Понятно, это как всегда делать. Да. И чувствуешь, прохлада идет, да? Я потому и днем хочу это сделать, потому что вечером холодно. Сейчас мы должны, по идее, одеть плащи красные. Конечно, да. Сейчас мы... Да, и поменяем, и камеру засунем в чехол. Все построено так, чтобы вы прошли через кафе, чтобы вы прошли через дополнительные, если вы хотите, конечно, это платить, но так все по максимуму. И здесь выдача плащей уже идет. И вот посадка. Но мы, конечно, хотим на вторую палубу все-таки, да? Ну да. 2 возьми плаща, пожалуйста. Вот они тебе дадут сейчас. Thank you. Все, одеваемся. Вот так выглядит посадка. Ветер сильный, хорошо. Она слышно немножко. Можешь пока фото поделать. Вот. Ты телефон хорошо снимаешь. Вот смотри, какие снимки будут. Это же делал вчера с этим фото. Niagara Cruises. Получается
Сзади стали, получается. Ну да. Или он просто так задом трогает, отплывает. Да не, по идее он... По идее перед, вот его. Да, это перед его. Плывем. А, теперь перед. Да. Дима, ты правильно. Ну я правильно стал, потому что моторы сзади были же. Я видел, где моторы. Сильный мальчик. Ребят, это очень безумно красиво. И ветер уже подуло, да? As we make our way up the Niagara River, look to port, or the left side of the boat where we will pass the American Falls. It can best be described as the American side of Niagara Falls, which in comparison is a small waterfall that lies far to the left of the Horseshoe Falls and is located between Prospect Point and Luna Island. According to scientific study and historical research, it has been concluded that the American Falls will eventually transform into a succession of descending rapids due to natural forces of erosion. The high flow rate of water will swallow large sections of bedrock from the American Falls, which is composed of soft shale rocks. So the height of the Офигеть! У меня очки мокрые. Это просто класс. Its crest line, 1,075 feet, or 328 meters high. Its water flow, 75,000 gallons, or 8,800 liters per second. And a recent notable rock fall. In 1954, a large section broke off and fell near the end of Prospect Point. На камеру протереть. Прошу прощения за это. Вот там площадка, смотри, Оль. Видишь площадка? Там они прямо на воде стоят. А чаек много, видишь? Значит, рыба есть. Интересно, а это мотель какой-то или отель? Смотри, Оля, с этой стороны, что это? The American, the Bridal Veil, and the Horseshoe Falls. The Canadian side of Niagara Falls, with the highest flow rate and natural beauty, located between Rhode Island and Table Rock, is known as the Horseshoe Falls. As a natural world wonder, the Horseshoe Falls name is derived from the crescent or horseshoe shape of the crest line, and the city of Niagara Falls, in all its natural beauty, continues to be a holiday spot for millions of visitors each year. Geological studies in the history of Niagara Falls indicate that thousands of years ago, the falls was 11 kilometers downriver from its current location. Erosion was a major issue associated with Canadian А, falls. по-моему, помнишь, этот отель, который вон прям вон стоит, видишь, на берегу? По-моему, там снимали рулежку, что не прям видно водопад был. Since then, the water diversion channel Я могу ошибаться, но electricity. просто на самом деле не так уж много отсюда отелей, отсюда такой вид будет To this day, потрясающий. Niagara Falls remains a clean Ну что, готово? source of hydroelectric power. Они сейчас прям туда, туда. There are over Да. 500 waterfalls in the world calling, but Niagara Falls is the biggest waterfall in the world by volume of water flowing, at an average of 750,000 gallons per second. Niagara Falls' interesting facts include the white foam floating on the water is dissolved limestone and is created naturally due to the massive erosion forces of falling water. The height of the Canadian Falls is 107 feet or 52 meters. The estimated crest line, 2,200 feet or 670 Ну meters. что, ради этого мы сюда приехали, собственно говоря. Falls, 184 feet or 56 meters deep. Witness Туда воды, да, natural beauty and power of Niagara Falls.
Вау. Вау. Готовься к погружению. Да. Полному причем. Ребят, прошу прощения за съемку, но камера будет... Это круто. Это реально круто. Оля, подходи туда. А? Скажи впечатления какие. Класс. Это мощь природы, да, Дима? А тут реально холодно. Да, тут холодно очень. Поэтому я и говорила, что нужно в Турцию ехать. Аттракцион 5 баллов, да, Дима? Я вообще ничего не вижу. Я не верю, что будет что видно на видео вообще. Знаешь, Дима, детектор смотреть неудобно вообще. Он еще ближе подплывает. Ну, короче, все, Дима, полный душ гарантирован. Кстати, можно с собой шампунь брать сразу. Мочалки, да? Да. Пока тебя пробьют, ты успеешь как раз. Он еще ближе, да, по-моему, или он стоит? А реально даже страшно немножко, да? Это страшно, такая вот извергается. Ну, реально здоровый, конечно, вообще есть. Здорово. Офигеть. Ты мокрая, нет? Конечно, ну ничего. На такой жаре это вообще не проблема, это за 5 минут высохнет. Снимать он ближе, еще сделаем. Да не, он просто старается держаться, чтобы не отплыть. Он сейчас развернется уже. Да. Он задом даст немножко. Он против течения плывет. Это довольно сложно против течения плыть. Он еще ближе, Оля. Ну все, мы мокрые. Надо было другие братишки, поляризационные. Вау. Я помню, по-моему, затекло под мышку. Хотел разворачивать. Вау. А все равно вода речная, запах имеет, да? Да. У меня почти полностью. У меня тоже мокрый.
было, я не знаю, слышно меня или нет, но это было... Amazing. Ну что, делаем селфи? Оля, Я не буду доставать телефон. так все уже. А? Да не, я не буду, Дима, мы же делали уже. Ребят, это было нечто. Это однозначно стоит попробовать. Неважно, сколько это стоит. Так близко. Ну, очки одевайте, берите очки, потому что такой Слепятся глаза, слепит очень да. сильно, да, ребят, это очень. Если есть возможность, надо обязательно посетить. Очень классные эмоции получаются. Да, только я весь мокрый внизу. У меня затекло, походу, за воротник просто. Дима, ты не сахарный, не растаешь, ничего страшного. По такой жаре сейчас высохнет моментально. Свежо вообще. А мы еще к этому сейчас подойдем? Да, поближе. Так надо тогда не снимать, тренировать. Опять готовьтесь. Я затягиваю. Ты капюшончик. Я ничего не вижу. Давай помогу ручкой. Мокрая вся, Оля. Надо в наборе с плащом давать еще салфетки набор. А зачем, Дима, ты же сказал. На лицо хотя бы вытереть, очки. Дороги вверх. У меня есть салфетки. Кстати, видишь, там тоже, походу, это какая-то площадка для обзора. А мы можем по мосту перейти в ту сторону и погулять по этой стороне, если хочешь. Мост вот, он вообще близко, смотри, Оль. И по нему можно пройти пешком. Слышишь? Сейчас подумаю. Вообще будет разворачивать. А, ну мы уже все практически, да? Да. Я да. Смотри, сколько людей на мосту гуляют. Ну, можно завтра взять фотоаппарат, походить сюда, сходить еще на эту сторону. Тут тоже какой-то парк. Смотри, там можно прям близко подойти к водопаду, Оля. Не-не-не, там можно сверху подойти к нему. Там какая-то крепость, не крепость, смотри, какое здание интересно. Маяк, вот видишь? Зайдем, вот с моста до него дойти. Понты вообще. Я уже купаюсь, я не знаю. Голова мокрая. Ну что, ребята, я надеюсь, слышно меня или нет. Я попытаюсь в редакторе громкость поднять. Но мы заканчиваем. У меня лицо мокрое, надо полностью. Видите, здесь такой конвейер просто идет. Это классная. А, ладно, прикольно. Уже можно снимать.
Это как бы заключительный этап. Мы вышли из лифта, и мы это как бы выходим через магазин. Мы сейчас пойдем посмотрим фото, которые там, они не бесплатные, но мы посмотрим. Здесь сувенирный магазин, специально сделан так выход, что мимо него вы просто не пройдете. Кстати, а почем кепки вот? Это кепка и футболка, наверное, здесь, да. Цена, кстати, разумная. Хай. Да, то есть вы проходите... Слышишь? Какая стена настоящая, кстати. Мы сейчас еще пойдем на колесо обозрения. Сегодня, да, Оля, планируем? И на карту. Ну, это наушники. Я могу поспорить, что твое имя не будет здесь. Я могу поспорить, что твое имени здесь не будет. Это наушники такие. Есть наушники, Я знаю. Всякая сувенирка. Я этот план терпеть не могу, сувениры всякие. Да, кстати, мы, наверное, мы, наверное, одни из немногих, кто ни магнитики не везет, ничего не везет. Все, выходим отсюда. Но я могу сказать, что цены здесь на самом деле не очень высокие. Ну и качество товара соответствующее, ребята. Фотографии здесь. Окей. Ребята, две фото, обычные фото, да, они просто на фоне водопада вас делают, стоят 33,90 канадских, без налогов. А внизу нам сказали поменьше, да? Или ты не расслышала? Ну, $33 за две фотографии платить, ну, решайте сами. Ну что, идем на колесо? Да. Все, мы идем на колесо и возьмем билеты, включимся уже на с колеса. Или что-то может быть интересно. Кстати, если хочешь, можешь вторить туалет. И здесь туалет называется, ребята, washrooms, не restroom, washrooms. Чувствуете разницу в Канаде, как это название звучит? И restrooms у них тоже. Ну, я везде вижу, пока надписи, везде только washrooms.